Привет, я Женя. Делаю музыку из снов. Но сегодня играю. Игры являются большой частью моей жизни, и я долго это прятал, но не понимаю зачем. Поэтому покажу вам одну из моих самых любимых игр, называется Неон и его команда, или Glowfish. Это ретро-игра, успокаивающая, красивая. Заново начинать не буду, бессмысленно. Покажу, в чем соль прямо сейчас. Играю на контроллере. Короче, нужно собирать... Бич. Короче, нужно собирать вот таких малышей, и они дают силу. С помощью малыша можно вот так вокруг плавать мобов, и они будут дамажиться вот так. Это не единственный способ. Сейчас еще одного хотя бы подберу и покажу. Вот, стараюсь быть к вам ближе, поэтому без макияжа, без особых костюмов, просто такой, какой есть. Вот, ну и теперь много малышей. Можно включить вот такой режим, и можно дамажить тогда по-другому. Но это позже, потому что я уже этот уровень прошел. Вот, открывается дверка, и дальше можно проходить. И все, вот такая соль. Таких игр на самом деле много, но мне запало именно это. Так что вот, когда мне нужно расслабиться, сегодня был большой день. Мне помогает... О, я помню, что медузы нельзя с ними ничего сделать. А мне помогает это как-то перезарядиться. Вот. Hogwarts Legacy записывал, что-то как-то не особо получилось. Как-то душно. Что-то все не туда складывалось. И я сейчас в Hogwarts Legacy играю с модами. И тут мне попался мод, который работает отвратительно. Хотя сюжет там шикарный. И я его дважды прошел. Он меня просто высосал. И думаю, о боже, в пизду. Включу то, что люблю. Что-то попроще. Пусть не хайповое. Не популярная, но зато меня согревающая. Это, наверное, самое важное, когда делаешь то, что тебе нравится. Мне Hogwarts Legacy тоже нравится. Я потом расскажу, почему он меня так зацепил. Но, кстати, оп, оп, оп. И все. Но сегодня я уже не хочу его, он меня разозлил. Ух ты, он большой. Надо его сначала поддамажить. Пум! Тут что-то есть. По-моему, это тоже все собрал. О, значит, задумано, что это тайная комната. Большой. Да ёлки. Ой, я его уже так сдамажу в пизду. Хотя... Так, здесь должно быть... Раз тут такое оформление, значит, куда-то еще можно проплыть. Ага, вижу. Как бы это не продолжение. Судя по всему, нет. Тихо. Тихо, нежно. Так что никакой игры, никакой фальши, никакого рафинада, просто я. Это мой новый формат контента. А то я исчезаю надолго, пишу музыку, уходит полгода, год, полтора. И такое чувство, что я мошенник, что я объясняю, обещаю, ною, по сути. Зачем оно надо? А так я буду мелькать чаще. Игр у меня, относительно много. Вкус у меня очень специфичный в играх. Поэтому буду показывать что-то, такое артовое.
но не душная. Мне нужно от игры, чтобы это был быстрый дофамин, серотонин, чтобы не было такого, что включаешь игру и нужно добывать, нужно выживать, нужно страдать, нужно вкладываться туда от и до. Зачем? Ну, то есть, в жизни и так хватает вот этих преодолений. О, уже финал. Тут что-то должно быть. О. Так еще и в игре себя выдрачивать. Но зачем оно надо? Поэтому мне нравится что-нибудь такое простенькое. Ну, Hogwarts Legacy не такая уж и простенькая. Я прошел ее на PS5 дважды. И вот сейчас в третий раз пытаюсь проходить на ПК, на ноутбуке. И уже с модами, потому что снова проходить одно и то же мне не хочется. Я проходил дважды за Пуффендуй. А в этот раз включал себе Гриффиндор. Просто ради особого квеста. И сейчас включил Слизерин. Но, скорее всего, заново включу. Так как буду с вами проходить. Что-то подозрительные какие-то бублики. Ну ладно. Я просто помню, что здесь есть моб, который... Его сложно заметить. И потом его нужно выманить, и только тогда задамажить. Вот. Но Hogwarts Legacy люблю. Просто сейчас говорю все равно об этом. Он у меня связан с таким травмирующим периодом в жизни, когда был еще жив отчим, и бесконечно были концерты. Такие, что Лера, моя сестра, приходила: папа маму бьет, папа маму бьет. Я ей одевал наушники на голову, и мы просто уходили в этот волшебный мир, в эту всратую игру, потому что, ну, Узник Азкабана, я про нее говорю. Ну, понятно, там какая графика, какие механики на то время. Но для нас это было все. И мы прошли ее бесчетное количество раз. И вот когда анонсировали официально Hogwarts Legacy, очень густой вайб Узника Азкабана, но как бы на максималках. Вот он, кстати, этот моб. Оп. Сосочка. Вот, и я очень люблю Hogwarts Legacy. Мне не особо нравится там мир, потому что, ну, как-то это забавно выглядит, то есть 19 век, все, что красивое в этом мире, это сам замок, а все остальное деревни и бедность. Ну, такое. Но, тем не менее, чем-то затягивает, расслабляет. Круто. Вот. И мне нравится туда возвращаться. Но только стало бессмысленно туда возвращаться без модов. Потому что одно и то же, одно и то же, одно и то же. И за каждый факультет одно и то же. Но с модами можно немножко это разбавить. Я накачал туда кучу модов. Если будет интересно, покажу какие. Но после того, как я прошел один квест, который сломался, вот сейчас я для вас записывал, что-то как-то у меня не особо стоит на такие квесты, потому что неужели они все такие кривые? Мы с Лерой еще проходили там на... Как он называется? От дементоров. Экспекто Патроном. Тоже очень криво. Ну, понимаю, что это самопальное все, но настолько криво, что игра даже ломается. Жестко. Ну, ничего. Если что-то будет не получаться, буду просто вырезать, да и все. Вау. Есть тут что? Вроде нет. Значит, можно. Ой, сколько икринок на фоне. Чего ты? Давай. Оп. Две звезды, ну что это? Вот. Короткие игры меня редко увлекают надолго.
но... Вот, можно вот так кружиться, вот так, и бомбить их. Ебать их тут сколько. Тут надо аккуратно, но они медленные. Потихонечку задамажим. Так. Неоновые такие оттенки здесь. Звуки эти все подводные. Музыку я выключил, свою, наверное, подставлю. Вот. Потому что не хочется одну и ту же музыку слушать в играх. Она напрягает. Некоторые быстрые. Girl. А чё выключилось? Дамаш. Ну вот. Ори, игру про Ори and the Blind Forest, Will of the Wisps я не буду проходить, потому что я их проходил достаточно, не хочу снова. Чё? В общем, какие буду вспоминать, какие мне будут по настроению, вот те буду включать, показывать, даже если они вот такие будут короткие. Они меня радуют, они меня согревают. Они меня расслабляют. А что еще нужно? Тихо. Вот. Сейчас этот уровень завершу и все на сегодня. Потому что Хогвартс Легаси меня просто выебал. Ебаный мод на квест. И он так криво сделан. Дважды его проходил, а он большой. Чтобы сделать нормальный ролик. Для тебя. Вот. Буду как Куплинов на ты. Потому что я сейчас чувствую себя перед какой-то аудиторией, и это как-то напрягает. А то как бы... Вообще смысл этих игровых роликов, на мой взгляд, это когда приходишь к другу, к однокласснику, и смотришь, как он играет. Был у меня такой друг. Может, что-то он даст пару раз нажать, но как бы не об этом речь, а о флексе каком-то. И поэтому я думаю, что в этом есть какой-то вайб, есть какая-то теплота. Если вот конкретно то, что я писал, было токсично, но все равно же было интересно, потому что не было же компьютера. А у моего одноклассника Андрея был. И он в игры такие лихие играл, типа Fallout и прочего такого, GTA. Вот. А тут я хочу с вами поделиться своим вайбом. Быть ближе, теплее, потому что, ну, я не селебрити, я живу в... Селеба. Я живу в панельке, как и многие из вас. Поэтому, чё? Из себя строить какую-то загадочную фигуру, когда я не соответствую такому образу. В этом плюс. Тут мне недавно написали комментарий, что типа песня Муриэль похожа на... Аня, если вы смотришь, привет. Похожа на Милен. ВКонтакте. Ух, я там расписался. Не то чтобы меня оскорбляет, что когда меня сравнивают с Милен, все-таки когда сравнивают с лучшими, это круто. Но я уже столько лет не пою ее песни. Более того, я столько лет не слушаю Милен. И опять Милен. Это просто вот какой-то злой рок. Она меня преследует. И на самом деле пугает этим. Я там об этом писал. Слишком ее много. И я устал от нее. Много ее лица, много ее арта, много вот этого всего помпезного. Не совсем понимаю, что конкретно здесь должно коннектиться со мной, потому что у меня жизнь совершенно другая. На тот момент, когда я был околдован ее музыкой, ну, да, не знаю почему, но что-то меня вот привлекло. Я не обесцениваю, конечно же, понятно, прекрасный вокал, шикарные тексты, классные аранжировки, все это. Но что меня конкретно сейчас отталкивает, это помпезность этого всего.
То есть это настолько далеко от реальности, от жизни, которую живу я. Тут не зависти, а просто ощущение... Нет зависти. Просто ощущение, что... Ну... Все это очень отдаленное от жизни. Не то, чтобы мне нужно там... Песню про жизнь. Но хотя бы, чтобы я мог что-то свое спроецировать. А мне нечего спроецировать абсолютно. Безусловно, там есть душа, талант. Но это такая фабрика, такой отель, такая огромная машина, что... О! Но сначала я должен собрать все вокруг. Нет! Ладно. Что мне просто... Ну, я начал видеть в этом не то чтобы фальшь, а такое вот... Игру. Вот эти слезы, это страдания. Как это все томно, и как это все красиво. Но жизнь, она не такая. И слезы, они редко красивые. Короче, я там расписал свой ТДО, повторяться не хочу, уже и так почти все вам пересказал. Просто мне стала музыка Милен не близка с возрастом, и плюс она меня триггерит на печальные события в моей жизни. Тем не менее, когда мне тяжело, я включаю. Или когда я чего-то боюсь, потому что понимаю, что многое прошел с ее музыкой. И невозможно обесценивать это. Для меня это, безусловно, очень важно. А, вон внизу лежит. Просто я столько вложил сил, лет, ну жизнь вообще свою положил на то, чтобы показать себя, сделать свое и быть собой, а не тенью известного исполнителя. И тут опять Милен. Ну то есть... Я не говорю, что никогда не буду делать кавер на ее песни. Может быть, ее песни у меня лучше всего и получаются. Не исключено вообще. Просто... Мне не нравится быть как она. Хоть и понятные влияния очень много. Ну, сформировало меня. Но я не копирую ее. Мне это не интересно. Я искал свой голос, я искал свои темы, свой вайб, свой мир развивал. И тут опять Милен. Да ёлки-палки, сколько можно? Надо это... Нет. Не надо, Милен. Я там хорошую аллегорию такую сказал. Типа... Вот вы видите пост, у которого вам очень-очень-очень-очень много лайков. Но лично у меня ощущение, что типа, а что мой лайк здесь изменит? И мимо прохожу. Так и тут. Ну, всегда найдутся те, кто будут намаливать эгрегор ее музыки, ее личность. Ну, я не хочу. Пусть у меня не такой размах, пусть у меня не такие невероятные масштабы, но это мое, оно теплое и искреннее. Я бы на ее место вообще не хотел, потому что, ну блин, не каждый выдержит такое. Так что я инди-артист, и мне нравится быть инди-артистом. Быть поп, я думаю, меня бы разорвало. А там, кто знает, просто сейчас жизнь у меня вот такая. Сейчас у меня вот такие аппетиты, ресурсы и все остальное. Вот. И я это ценю. Ну, тут еще надо попасть. Вот. Поэтому жизнь прекрасная, удивительная штука. И я ни в коем случае не салти. Ни в коем случае не завистливый и там прочее такое. Просто у меня есть своя жизнь, я ее намаливаю. И
Не вижу смысла жить вот этим чужим всем. И, честно говоря, даже когда я нахожусь в режиме написания, сочинения, я не слушаю музыку особо. Я могу что-то включить, чтобы мозги расслабить. Я могу поприкалываться как-то, но чтобы прям вот фанатеть много лет, вот, наверное, как я переехал в Курск 11 лет, почти 11 лет назад. 11 год здесь живу. А у меня ни одного малыша нет. Значит, надо найти. Я не смотрел ни концерты, ни какие-то песни. Ладно. Не слушал. Особенно Миленко. Насмотренность у меня большая, я постоянно что-то смотрю. Но фанатеть, восхищаться кем-то. Хз. Наверное, у меня атрофировалась эта часть мозга. Это нужно иметь особый, наверное, склад, чтобы вот быть фанатом. Быть поклонником. Поэтому я себя поймал на мысли, что мне неинтересно. А к тому же я испытываю какую-то щемящую тоску, видя весь этот размах. И сравниваю свою жизнь с этим. И это сравнение не на пользу мне. Это портит ощущение своей эстетики, своего вот этого уютного пространства, своей магии. Начинаешь сравнивать и думаешь, а зачем вообще что-то создавать, когда это не такой размах, как у других? Но тут нужно понимать, что у меня свои возможности, свои, наверное, судьбоносные какие-то вещи, что типа, может быть, меня вселенная бережет от того, чтобы я не сгорел. И много всяких зажимов, всяких страхов, над которыми я постоянно работаю. И многое преодолеваю. Вот, например, за последнее время я исчез надолго. И я не понял, кому я сделал лучше. Себе сделал хуже точно. Но зато за этот период я... Супер свечение. Зато я, как видите, накопил какую-то... Как видишь, именно ты. Какую-то энергию в плане... я раньше бы в жизни не сделал игровой ролик. А сейчас понимаю, что... А что я теряю? Это моя ответственность. Если оно не зайдет, я не обосрусь, кожа с меня не слезет. И все. Поэтому смотрю на это как дополнительная возможность быть ближе к вам. Плюс... сколько вас. Плюс это, возможно, будет мне на руку в плане, как промо. А там не знаю, как оно пойдет. Все время кажется, планируешь, сидишь, пытаешься. Как вот с этой песней, а зачем? А Йобаха просто не поняли. Вообще не поняли. Вот абсолютно. Мы думали это... А что тут можно было сделать? Я туда не пойду. Вот, сори. Блин, мне бы хотя бы одного малыша. Чуть никого нет. Все, теперь можно туда вернуться. Короче. Что я говорил? Распизделся. Намаливаю свое пространство, свою магию. И сравнение с артистами такого уровня, таких аппетитов, таких ресурсов на пользу не идут. Попробую туда. Это что? Еще один. Попробую туда вернуться. Потому что там что-то какой-то был шквал прямо таки.
Ну-ка. И борьба вот с этими... сравнениями. Может, у кого-то откликнется такое откровение. Делисто врагов. Вау. Та еще история. Тяжело. Ой, как тебе тяжело. Давай тебя пожалеем. Ну... Я бы уже давно сдался, если честно. То есть... Если вот так песню выпускаешь, и она просто непонятна, столько месяцев работы. Пирожок мне никто не дал. Поэтому мы с Федей, с Лешей, с Леной учимся видеть в этом, ну, какую-то свою мотивацию, иначе да, это можно оставить. И кто тут выиграет? Для нас-то это важно. Ну и вот и пришли к тому, что были же амбиции там. Альбом, концерт, стадион, захват мира. Но жизнь показывает, что наша музыка ценна, нужна. Я такие комментарии получаю, которые как бы не каждый за всю свою жизнь получает, занимаясь чем-либо. И это ценно. Но если смотреть с точки зрения заработка, каких-то там моментов пафосных, тут больше мотивации как бы для души. Поэтому, разумеется, это инди-проект. Разумеется, тут для души, для себя. По-моему, справа что-то было. Ой, в пизду. Что там ценного не будет? Вот. Так что такие дела. Это... Вывалил вам тут с философией. Давайте последний уровень. Важно на этом пути не сгореть. А я сгорал очень-очень-очень-очень много раз. И на здоровье вам скажу, тебе скажу, это не хорошо не сказывается. И кожа, тело очень злопамятные штуки. Поэтому никто не молодеет. Хоть я очень стараюсь быть свежим. Но все это оказывает отпечаток. Что-то отваливается в плане каких-то там мечтаний, стремлений. Что-то, что, ну, наверное, истинное, настоящее, укрепляется, остается неизменным или лучше, крепче. Поэтому быть инди-артистом, с одной стороны, хорошо, потому что ты, ну, делаешь то, что хочешь, и никто не указывает, как быть, как выглядеть, что говорить. Но в то же время а где мотивация, если вот так выпускаешь песню, ее не понимают, и получаешь пару комментариев, и как будто бы описать всегда баллады душещипательные, скукотища. Поэтому хочется чего-то дерзкого, хочется чего-то нового, но сохраняя, конечно же, себя. Но это всегда риск. Вот мы столько вложили в эту песню, а зачем? И что мы получили? Ничего. Ну, по крайней мере, не было хейта, не было какого-то чего-то агрессивного. Но несколько подписчиков я потерял. Хотя почему? Там нет какой-то похабщины, нет какого-то чего-то. Ну, совсем уж
Я просто не знаю, как себе уже отвечать на эти вопросы. Стараюсь не думать и идти дальше. Краб. Вот. Ого, очков я уже набил. Поэтому песен у нас-то много, да. Но в то же время, если какая-то становится просто как бы для себя и никто ее не понял, это так себе. Не то, чтобы мне нужно восхищение, целуйте меня в пяточку, да? Нет, но какая-то же отдача должна быть. А тут я прям ощутил, что... Чё, я дебил, что ли? Я что, не понимаю... Ну, песня действительно классная. Дерзкая, сильная. Может, еще будет ее время, я не знаю. Но жить каким-то будущим... Такое. Хочется жить сейчас. И получать плоды сейчас, а не когда-то. Поэтому... Пишу. Тружусь. Но... Каждый раз пересматриваю свою философию. Чтоб тут не было лукавого какого-то момента. Чтоб не было самолюбования, какого-то вот чего-то, от чего меня самого тошнит. И уже на самом деле порой думаешь, сколько можно этих проработок, уже просто Иисусом можно стать. Простите за такое, но правда. Уже думаешь, что еще? Вау. Нужно сделать, чтобы, как говорят, ангелы пролили немножко света. Так, я такое уже видел. Вот. Видимо, тайная комната. Угу. Вот. Поэтому порой, конечно, печаль берет верх. Ну, какая-то безысходность. Ощущение, что надо ли вообще кому-то то, что мы делаем. Я-то сам себе отвечаю, вижу, что надо. И самому мне оно надо. О, аж отсюда. Ладно. Последний уровень. Надеюсь, он не выбьет. Я не пожалею, что вообще включил эту игру. Вот. Поэтому я об этом не говорю. Я мало освещаю эти моменты. Но путь большой. Ощущение безысходности было очень часто. Но смотришь на это и думаешь, вселенная же дает какие-то шансы. Не просто же так мы собирали все это оборудование, прошли такой путь, столько работали над собой, чтобы друг друга не душить, не сраться бесконечно, не просто взять это оставить. Но вот это, что называется, слабак. А я бы не сказал, что я слабый. Но в то же время испытывать свою силу постоянно не имею никакого желания. Есть люди, для которых это смысл жизни, писями мериться. Мне вообще не интересно. Поэтому хочется, чтобы был отклик. Поэтому я хочу быть ближе к вам, ходить в эфиры, пробовать разные форматы контента. Класс. Попробую наверх. Хотя бы один, дайте хотя бы одного. Я ничего в этом не теряю.
Просто раньше я переживал, что как бы репутацию ребят порчу. Феди, Лёша, например. Но я все равно не делаю чего-то из ряда вон. Поэтому это на моей репутации, как бы моя ответственность. Вот кринжово быть типа блогером. Для кого? Чтобы что? Что лучше? Сидеть молчать, хранить себя? Но я реально думал, что мне нечего сказать, нечем поделиться, что я из себя ничего не представляю, что юмор мой какой-то не такой, внешность какая-то не такая. Все со мной так. Могло бы быть гораздо хуже. Я постоянно вижу такие примеры. Поэтому мне есть место под луной. Че не красное? А, вот почему. Давай, давай, иди сюда. Место под луной. И я очень ценю тех, кто со мной долгие годы. И после зачем видите, что люди отписываются, те, которые, ну, я знаю эти лица, эти имена. Что можно было интерпретировать в этой песне? Что не так? Слишком дерзкая? Во. Лассо. Режим цепочки. Вот как это называется. Режим цепочки. Я сейчас туда поплыву, и меня там скушают, да? А чего? А. Ну это было, конечно, на тоненького. А обратно меня скушают сейчас, да? Нет. Очень опасно. Вот. Поэтому я и на этом ролике не жду, что будет большое количество просмотров, какой-то ажиотаж. Ну, как бы я конкретно сейчас играю не в хайповую игру. Hogwarts Legacy еще, может быть, что-то принес бы, и то я вижу каналы, где там 3 просмотра на ролике. То есть тут, наверное, нужно войти в какую-то энергию. Не знаю. Есть песни, на которые я, ну, не ставил какой-то момент, что типа, о, они там залетят, и они нравились людям. Во все мы вкладываем душу, это понятно. Че, еще один уровень? Ну да. О. А есть, как и зачем, про который думал, что вот, это оно, сейчас будет просто разъеб. Не свершилось. Бабочки под водой. Так что, что, найти? Работаем сейчас сразу на несколькими песнями. С Лешей 2, с Федей 2. Плюс сколько еще в запасе те, над которыми мы работали, к которым нужно возвращаться. И плюс те, которые я постоянно креативлю. Появляются уже новые. А самое главное, что теперь ждет нас всех, и меня, и тебя, посты песен, которые делаю я сам. Потому что раньше было такое, мол, если не понравилось Феде, если не понравилось Лёше, то я не человек вообще. Не то чтобы артист, я не человек вообще. Я вообще типа ничтожество. Нет, есть песни, которые не нравятся ни Феде, ни Лёше. Ну, не в смысле не нравятся, плохого в них ничего нет, просто они не хотят за них браться. Есть темы, которые непонятны для них. Все-таки они живут в Москве, в большом городе. У них может не быть тех переживаний, которые у меня есть. И я буду выпускать их сам. Они мне будут помогать довести звук, а так аранжировка моя.
Текст мой. Исполнение мое. Все остальное мое. Если буду какой-то промо делать этим роликом. Уже вот, например, Мурье делал. Это вот моя песня. Что еще? Сукупен Куб моя песня. Если ты был в закрытой группе, там еще где ты, вода, стресс. Это те, которые точно не будут браться за них Леша и Федя. Но они же неплохие. Я их выпущу сам. И это будет третье направление в нашем проекте. Песни с Федей, песни с Лешей и песни, в которые только я. Это же прекрасно. О, как вы плюете. Поэтому для меня очень ценно делать музыку с Федей и с Лешей. Но также я хочу делать вещи некоторые сам. И это очень полезно для меня, когда я начал сам делать. Раньше для меня это было вообще недоступно. Я начал иначе воспринимать аранжировки. Я начал ощущать, что раньше мне казалось, чем больше я вкладываю, тем лучше. Ну там слоев, партий, всего. Это как бокал. Его не переполнишь сверх. У него есть границы. И поэтому нужно сбалансировать. Сейчас у меня новый микрофон появился. Я с Shure KSM32 все время работал с ним. А теперь у меня есть другой микрофон. Он превосходит вообще все микрофоны, которые у меня только были, а я пробовал разные. И он мне дает ту плотность, которую не давали предыдущие. Мне приходилось записывать много слоев. Не то чтобы я хотел быть как Эйне, скажем, делать стену звука, но мне не хватало плотности. И я пытался ее так достичь. А тут свои нюансы, фазы, всякая вот эта хрень касаемо физики звука. А теперь я записываю один дубль, и мне уже нравится. Ну, понятно, я записываю несколько, чтобы некоторые кусочки нарезать. Я все-таки не Селин Дион, не Адель и не какие-то такие исполнители, на которых равняются в плане вокала, песни которых берут на конкурсе. Но моя цель как раз и не такая. Моя цель оставить после себя хорошие песни и, в принципе, делать песни, которые легко петь, легко подпевать. А вот Адель и прочих таких вот голосистых дам не подпоешь особо. Поэтому моя цель делать то, что поется. То, что легко можно вплести в свою жизнь, а не чтобы это было какое-то кино, театр какой-то. Ну и легкий театр мне тоже нравится. Это вот та проблема, которая все время мне Федя о ней говорил, что вот эта песня слишком театральная. Но мы как бы начинали с «Je te dis tout», а это «Варьете еще то». И все эти жесты, которые я делаю руками, когда исполняю, когда мы снимаем ролики, ну это же по сути легкий театр. И оно во мне есть просто. И я много над собой работал, чтобы не жить вот этим театром, чтобы не быть драма-квин. Все ушли. Потому что всех это душило. Ну, в личном общении. И меня. Я ж не железный. Гиперчувствительный. И вот эти переживания, они, конечно, съедают все. А я болеть не хочу. Самое страшное, когда болеешь, чувствуешь себя неполноценным и не можешь быть продуктивным. Это, ну, рыба без плавников. Птица без крыльев. Тяжело это. Как тебе тяжело? Ну какое еще слово подобрать? Непросто. Это вызов. Ну что, будет оно дамажить или нет? Походу нет, значит будем по одному. Вот, поэтому я с вами делюсь не в смысле поныть. Вот, пожалейте меня, какой я несчастный, можно подумать, да?
Нет, я делюсь с той целью, чтобы вы понимали, что я человек. Что это не какой-то продюсерский проект, это не момент какого-то делать музыку из зажранности. Это путь, и это непросто. Это вот та тема, что художник должен быть голодным, что чтобы сделать хороший арт, нужно страдать. Ненавижу вот эту вот философию такую. Потому что, ну какой смысл? А что? Кто выигрывает, если я страдаю? Если страдаю я, страдают все. Кто имеет со мной дело. Я сам по себе не нытик. Я стараюсь быть легким, вдохновляющим и, ну, таким, что солнышко, точнее луна, но не холодная луна, а такая теплая, теплого цвета, желтого. Иначе какой смысл? Таких людей, нытиков, очень сложно с ними. Есть такие артисты, которые записывают целые альбомы, ноют в них какие-то баллады. И вот я этого не понимаю. С одной стороны, это чисто магическая штука. О, поныл, подпитался, люди пожалели. Но мне лично таким быть не хочется. Не люблю нытье, не люблю какое-то вот это вызывание жалости. Ну что, я разве жалкий? Совсем нет. Но это не значит, что... как пишут, откуда у него... Главное, это подписчик. Откуда у него деньги на все это творчество? Ну да, сейчас буду вам ныть по поводу того, как я коплю эти деньги, как я отказываю себе во многом. Угу. Это так интересно. Как мне сказал Федя, ты по сути для них досуг. Если ты не смог развлечь, бай! Но я никогда себя не позиционировал как мартышка, которая, ну вот, пляшет, чтобы ей в шляпу положили монетку. Никогда. Так что мой блог, музыка — это скорее путь, которым я делюсь. И надеюсь, что есть те, кого я вдохновляю этим. Но это не значит, что я делюсь просто потому, что я вот решил поделиться. Мне нужна поддержка, я в этом говорю откровенно. Мне нужна и финансовая поддержка. Я почему и донаты так постил. Мне потом писали, ты типа там чё, какое-то оскорбление. Чё ты еще денег просишь? Но мне пирожок никто не дал за то, что мы 1,5 года делали, а зачем? Так что такая вот история. Давайте завершу это. И... вот. Какой-то горчичный уровень. Но на сегодня уже хватит об этом. Поэтому... спасибо за вашу поддержку. Спасибо, что вы есть. Буду с вами делиться такими роликами. Не всегда буду философствовать, буду просто играть, расслабляться. Можете включать меня на фон и заниматься своими делами. Вот. Я очень хочу быть ближе. И мне это дается не просто потому, что я интроверт, и есть свои какие-то зажимы, страхи. Но мы делаем классную музыку, мы вкладываем в нее душу. Есть те, кому она близка. Ты же не просто так здесь. Я это очень ценю. Поэтому увидимся в следующий раз. Мне еще нужно постить ролики из поездки, всякие рилзы. Плюс записывать, монтировать. Короче, креативлю. Вот. Берегите себя. Пусть все будет классно. И оставайтесь со мной. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Все читаю, на все отвечаю. Вот. Пока.